твою... Что произошло? Где я? Карл, Роберт, кто-нибудь? Да что ж такое-то? Ну, что? Что? Где я? Какого черта я в лесу? Карл! Роберт Банк! Где вы? Ничего не понимаю. Я же был в городе. Лаборатория. Куда все делись? Может, я сплю? Я сплю? Что? Тут кто-то есть? Мне нужна помощь. Что это? Поселок, что ли, какой-то? Очнулся. Это хорошо. Где я? Кто ты? Что я тут делаю? Вопросы буду задавать я. Понял? Что? Но я же... Ты меня понял? Понял. Отлично. А теперь говори, какая страна тебя послала. Что? Какая еще страна? Я сказал, вопросы задаю я. Или мне начать применять силу? Нет, по лицу только не бей. Какая страна тебя послала? Шпион поганый. Редстоунград. Я из Редстоунграда, но я не шпион. Я студент 3-го курса. Учусь в государственном универе редстоуновой физики. Да, я прогуливаю пары, но в этом ничего такого нет. Что ты несешь? Какой к черту Редстоунград? Какой неважно. Это какие-то шифры. Отвечай. Прошу, я ничего не знаю. Вы меня с кем-то перепутали. Какой же ты... либо хороший шпион, либо слабоумный. Эй, развяжи меня! Я не хочу тут оставаться. Здравия желаю. Вольно, Грег. Кого ты на этот раз мучаешь? Здравствуй, Артур. Поймал шпиона. Да? А откуда уверенность, что он шпион? Слушай, Артур, я не хочу допустить еще одну резню, ясно? Если это шпион, то значит кто-то опять готовит нападение. Я понимаю твои опасения, но может это просто человек, которому нужна помощь. Брехня это все. Давай я с ним поговорю, а там решим. Кто вы? Я хочу домой. За что меня тут держат? Эй, спокойно. Я не хочу причинять тебе зла, но пойми нас. У нас есть все причины тебе не верить. Давай так, ты расскажешь о себе, а там посмотрим. Я живу в Редстоунграде. Учусь в универе. Мой знакомый пригласил меня в организацию, чтобы заработать. Там был эксперимент, но после взрыва я оказался в лесу. И я не понимаю как. Где я вообще нахожусь? Редстоунград? Неважно. Это бред какой-то. Это все правда. Я не знаю, что происходит. Так, послушай. Ты сейчас находишься в Редстоунвилле, ясно? Тебя связали по подозрению в шпионаже. Редстоунвилл? Скажите, какой сейчас год? Что? 1529 год. Что? Но ведь, черт возьми, я в будущем? Твою мать, твою... Эй, что ты несешь? Какое будущее? У тебя с головой проблемы? Нет, поймите, я могу доказать. Очень смешно. И откуда же ты такой прибыл? Я из 1313 года, но я правда могу доказать вам. И как же? В лесу, там капсула времени, я могу показать. Вот как. Мы обсудим это со своими людьми, а на утро решим, верить тебе или нет. Мне что, тут до утра сидеть?
Да. Стойте, ну я хочу в туалет. О, древо великое, какая же это чушь. Ну как? Есть результат? Черт его знает. Говорит, что он из прошлого, но... Знаешь, пока не будет доказательств, его слова простой звук. Так-то оно так, но я ему вообще не верю. Ты никому не веришь после той резни. Я просто не хочу, чтобы это повторилось, вот и все. Да, твоя правда. Ты бы бросал курить, молодой еще. После всего того, что я видел. Нет уж, спасибо. Эй, Артур. Артур! А? Что? Опять воспоминания? Да, прости. Слушай, так что с тем парнем делать будем? Есть у меня одна идея, но нужна будет твоя помощь. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Светло-то как. Значит так, идут только ты и я. Охрана в полной боевой готовности. Так что если ты шпион и в твоих планах было повторить редовскую резню, то можешь и не надеяться. Я даже не знаю, что это. Если все нормально, то при случае обязательно расскажу. Хорошо. Для начала зайдем в одно место, а потом ты мне все покажешь. Окей. Ну, то есть, хорошо, понятно. Жди тут. Окей. Как интересно. Эй, парень, Что? показывай, куда идти. Так, я точно не скажу, но я был на тропинке и рядом было озеро. Озеро, говоришь? Тогда нам в ту сторону. Как увидишь знакомые места, пойдешь ты. Понял? Ясно. Извините, а как к вам обращаться? Артур. Артур Ланкастер. А тебя? Меня Томас. Слушайте, Артур, расскажите про местные города, страны, может даже религии. Как у вас тут все устроено? Ну, с чего бы начать? Про религии могу сказать так. Мы придерживаемся религии Мадейра. На восточном материке самая распространенная религия – астрорингизм. Также ходят слухи, что на острове Эмералтаун верят в вигардианство. Интересно. Так, эти места узнаешь? Да, я помню. Значит, веди меня дальше сам. Нам кажется, туда. Эй, чего застыл? Кажется, я кого-то слышал. И кого же? Не знаю. Пошли уже. Ладно, пойдем. Томас, стой! Что? Не двигайся. Я слышал Эндермена. Кого вы слышали? Эндермена, глухой что ли?
Ну они же давно вымерли. Представь себе, нет, не вымерли. Так, на счет 3 бежим вот за тот камень. Готов? Да, я готов. 3, 2... Что за... Черт! Какого черта ты побежал? Ты же сказал на счет 3. Черт! Грег! Ты где? Что за... Грег, сзади! Получай, сволочь. Грег, ты цел? Бывало и хуже. Здравствуйте, меня зовут Томас. Артур, как действуем дальше? Так же, как и планировали. Артур, что происходит? Ну, знаешь, пока что ты не доказал, что ты прибыл из прошлого. Но я... Пока что ты ведешь меня в лес, возможно, в засаду. Так что постарайся побыстрее доказать обратное. Ладно. Вот она! Ёп. Грег, ты это видишь? Что это за штуковина? Это капсула времени. На ней я сюда прибыл. И... Да, ну... Какого... Эй, ты куда полез? Секунду. Так, аварийное питание все еще работает. Сведения о последнем перемещении. Ошибка параметра время. Установлено минусовое значение. До нулевого года остался 10 минут. Ничего не понимаю. Это же... Также говорили про Генриха V, который развел самую масштабную войну. Потом, правда, из-за него еще куча конфликтов было. Это же... Нет, не может быть. Нет, пустите. Эй, успокойся, ядрен батон. Вы не понимаете, там... Объясни нормально, что случилось? Я не из прошлого, я из будущего. Ну ты же говорил, что ты из 1313-го, разве нет? Так оно и есть, но... Что оно? Скажи уже прямо. В 1529 году, через месяц, начнется Великая война. Война? Кто ее начнет? Голденбург объявит войну. Голденбург? А кому объявит? Я не знаю точно, но вроде Айрон... Что-то там такое. Айронстоуну. Да, точно. Но как это нас касается? Если Голденбург призовет нас на помощь, то у нас есть полное право отказаться, разве нет? Да, но это самое масштабное событие в истории. Все страны были вовлечены в войну. Голденбург проиграл, а потом еще один конфликт. После этого события страны подписали глобальный мир и начали летоисчисление заново. То есть с нулевого года. То есть ты из 1313-го, из далекого будущего. А через сколько начнется... война? В капсуле было сказано, что ровно через месяц. Вот черт. Я предлагаю сейчас же пойти домой и все это обсудить. А ты нам все подробно расскажешь. Ясно? Понял. Ясно, но почему ты попал именно в наше время? Это случайность или... Ты говорил, что в твоем времени через месяц должен был упасть... как ты это назвал? Метеорит, так? Да, это так. Как я понял из твоих рассказов, это большой камень, который упал с неба, верно? Что-то вроде того. Так, Томас, ты говорил, что Голденбург начнет войну, так? Да, так. А если мы выйдем из Альянса, то он же не сможет нас призвать, верно? Ну, в теории, да? Эй, ты что задумал? Я напишу письмо о выходе из Альянса. А что если начнется война, и на нас просто нападут, а? У Голденбурга огромная армия. Даже если так, Томас говорит, что Голденбург проиграл. Ладно, поступай как считаешь нужным. Завтра вечером я поеду в Лазурь. Предупредить семью? Так точно. Лазурь? Приморская Лазурь — это портовая страна, которая находится на восточном материке.
В нашем времени большинство государств уже нет. Решено. Я пойду писать письмо, а вы поешьте. Я скоро. Грег, верно? Ну, Расскажите о себе. я устал. Не хочу трепаться. Вот и поговорили. Я пошел спать. Ладно, пока. Я написал письмо. А где Грег? Он сказал, что пошел спать. Ладно, я пойду отправлю письмо. Ответ придет через день или два. А что нам до этого времени делать? Найдем чем заняться. Нам будет о чем поговорить.